Всем привет! Компания Xiaomi выпустила очередной пауэрбанк, который на данный момент является лидером по своим техническим характеристикам. Встречайте Xiaomi Powerbank 3 Pro на 20 тысяч мАч, которым можно заряжать ноутбуки. Подпишись. Вообще к пауэрбанкам Xiaomi очень трудно придраться, так как сделаны они очень качественно, стоят недорого и обладают большим функционалом. И Xiaomi Powerbank 3 Pro яркий этому пример. Устройство сделано из пластика, вернее его корпус. Но в интернете ходит информация, что корпус сделан из анодированного алюминия. Но это не так. Корпус сделан из пластика. Но пластик на ощупь приятный и в руке лежит удобно. На лицевой части у нас расположился логотип Mi. С боков у нас имеется одна единственная кнопка, которая по большому счету практически здесь не нужна. Ей только можно проверить остаток заряда устройства. На нижней части имеется техническая информация. И надо отдать компании Xiaomi должное, потому что они всегда честно пишут в характеристиках минимальную эффективную емкость. На верхней части у нас расположились два порта USB и один порт USB Type-C. Над портом USB Type-C расположились 4 индикатора заряда. Нижняя и верхняя часть пауэрбанка сделаны из глянцевого пластика. И они подвержены ляпам и царапинам. Почему компания Xiaomi не сделала их матовыми, непонятно. Хотя глянцевый пластик смотрится красивее. Размеры пауэрбанка 153,5, 73,5 на 27,5 мм. Вес пауэрбанка 440 грамм. Из плюсов. Пауэрбанк поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 4+, но поддерживает ее один порт USB Type-C. А также пауэрбанк поддерживает сквозную зарядку, то есть одновременно можно заряжать как сам пауэрбанк, так и свои гаджеты. Еще одним плюсом является то, что устройство поддерживает зарядку слабым током, то есть можно заряжать наушники и, допустим, умные часы. Но в отличие от пауэрбанка на 10 тысяч мАч версии Pro, принудительно включать зарядку слабым током не нужно. Устройство само распознает, каким образом ему нужно заряжать ваши гаджеты. И по сути, кнопка здесь практически не нужна. При одновременной зарядке через порты USB быстрой зарядки нет. Но если подключить одно устройство к USB, а другое к USB Type-C, то быстрая зарядка будет идти через порт USB Type-C. А также можно одновременно заряжать 3 устройства, и в таком случае быстрая зарядка будет также идти через порт USB Type-C. В пауэрбанке используются LiPol элементы от ATL. Считается, что они менее долговечны, чем батареи 18650. Но опять же, в сравнении со своим стареньким пауэрбанком на 10 тысяч мАч, сказать, что они менее долговечные, я не могу, так как здесь тоже установлены LiPol элементы от ATL и работает пауэрбанк у меня уже 4 года. Чуть не забыл сказать о самом главном. Пауэрбанком можно заряжать даже ноутбуки. Это, пожалуй, и делает его лидером на сегодняшний день среди всех пауэрбанков. Есть, конечно, у него конкурент, это пауэрбанк от фирмы ZMI. Но, кто не знает, это суббренд от компании Xiaomi. Эти пауэрбанки идут на батареях 18650, за счет чего вес и размер у них, конечно, больше, да, и по цене они стоят на 1000 рублей дороже. На AliExpress приобрел для пауэрбанка вот такой силиконовый чехольчик оранжевого цвета. И этот чехольчик подходит именно для этой версии пауэрбанка, а не для версии, которая представлена в белом цвете. У продавца есть также разные расцветки, поэтому ссылочку на чехольчик оставлю в описании. В целом пауэрбанком я доволен. Если честно, то я думал, что он будет гораздо крупнее, но на деле оказалось
совсем наоборот, что приятно удивило. Стильный внешний вид, цена пауэрбанка, его функционал выдвигают его на первый план среди всех пауэрбанков. Поэтому данный девайс однозначно советую к покупке. Ссылочка на него будет в описании. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Всем пока!